Привет! Продолжаем нашу серию роликов под названием «Колпинские байки. История одного здания», а именно здания, в котором в настоящий момент находится Школа искусств имени Петра Ильича Чайковского. Вы слышали, наверное, о передвижении зданий в Москве. Это кажется невероятным, но с 30-х по 83 год в Москве иногда происходило перемещение домов, весивших много тысяч тонн с места на место, чтобы расчистить пространство для строительства новых зданий. Причем иногда перемещения производились без отключения коммуникаций и выселения жильцов. Оказывается, в Колпино тоже хотели передвинуть одно здание. Да, именно здание Школы искусств. Здание выступает углом в сторону Комсомольского канала. Оказывается, в середине 20 века такой вопрос поднимался, и задача ставилась так: под углом к каналу стоящее сооружение поставить необходимо параллельно Комсомольскому каналу. Возможно, установка школы параллельно каналу несколько бы улучшила движение пешеходов, но по сравнению с затратами, которые потребовались бы для осуществления данного мероприятия, оказалась бы нецелесообразной. И все-таки, если сравнивать современный вид зданий и фотографии прошлого века, кажется, что здание расположено не так, как раньше. При революции в этом здании находился приют святого Николая Чудотворца, Колпинского частного благотворительного общества. В середине 80-х годов 19 века на углу улицы Тихвинской и набережной Прямого канала, ныне улицы Культуры и Комсомольского канала, было открыто построено по проекту инженера-полковника Павла Степановича Федорова двухэтажное каменное здание для детского приюта. Конечно, архитектурное оформление берегов изменило внешний облик территории, прилегающей к бывшему приюту. Изменились фасады зданий, неоднократно переносился вход в него. У приюта вход был со стороны улицы Тихвинской, у вечерней школы, которая работала здесь одно время, со стороны кинотеатра «Пламя» и со стороны канала, а сейчас вход с улицы Культуры. А главное, что магистраль с тротуаром, аллеей и ухоженной дорожкой вдоль канала появились только с благоустройством территории, прилегающей к зданию и каналу. Благоустройство этого уголка города началось по инициативе председателя исполкома райсовета Колпино Александра Павловича Параничева в конце 60-х, начале 70-х годов. Правда, надо отметить, о необходимости благоустройства колпинских набережных просил заводское начальство еще в конце 19 века городской староста Сергеев. И только во второй половине 20 века вновь вернулись к этому вопросу. При Параничеве началась реальная работа по благоустройству города. Он стал выбивать средства на благоустройство набережных и всего района. Начали одевать берега канала в бетон за счет бюджета района. Когда на бюро райкома партии Параничеву объявили выговор за нецелевое использование средств, он сказал, что будет носить его как награду. Выговор с меня снимут, а то, что сделано, останется. И это так. При Александре Параничеве к 1972 году отремонтировали и открыли музыкальную школу. Есть еще одна байка, которая гласит, что руководитель района, побывав в финском городе побратиме Рауме, решил также благоустроить берега Ижоры и каналов по финскому аналогу. Вот такая история. Неудивительно, что у некоторых пожилых колпинцев, слышавших о желании руководства передвинуть здание, возникло ощущение, что оно воплотилось в жизнь. Возникла еще одна легенда о том, что в Колпино даже передвигали здания. Спасибо всем за просмотр. Понравилось? Ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на наш канал и следите за новыми колпинскими байками.